Всем привет! Сегодня предлагаю вам приготовить очередную бомбическую вкусняшку. Готовится очень легко и просто, а получается так вкусно. И после того, как вы приготовите одну порцию, вы сразу же побежите в магазин за продуктами на вторую порцию. Для начала нам нужно взять куриное филе и перемолоть его в фарш. Можно, конечно же, приобрести сразу же готовый фарш, но я бы не рекомендовал. И когда будете перемалывать мясо, сразу же нужно будет перемолоть одну небольшую луковицу. Затем нам нужно взять небольшой пучок зелени, в моем случае это петрушка, мелко ее нарезать и отправить в тарелку с фаршем. Подробный рецепт сколько каких продуктов, как всегда, читайте в описании под видео. Затем сюда в тарелку нужно добавить немножко соли, черный молотый перец и любые специи по вашему желанию, те, которые вы считаете, что будут для вас самые вкусные. И в конце в фарш нам нужно добавить 2,5 ложки вот таких вот больших сметаны. Ну и конечно же вот это все нам нужно перемешать до однородного состояния, чтобы все хорошо вымешалось. Вымешанный фарш отставляем в сторонку. Далее твердый сыр нужно натереть на крупную терку, а шампиньоны нужно понарезать не слишком мелко, но и не слишком крупно. Затем нам нужно взять 2 листа лаваша. Один лист отставляем в сторонку. На второй лист мы берем, отправляем всю оставшуюся сметану. Это примерно где-то 30-50 грамм. Берем кисточку и стараемся всю сметану равномерно размазать по лавашу, так чтобы получился равномерный слой полностью везде. Берем твердый сыр и равномерным слоем нам нужно полностью покрыть вот этот первый лист лаваша. Если у вас любят, чтобы сыра было побольше, тогда добавляйте его побольше. Если нет, тогда добавляйте поменьше. Все по вашему усмотрению. Затем берем второй лист лаваша и вот так вот аккуратно накрываем и хорошо руками утрамбовываем. Ну а далее нам нужно взять фарш и полностью весь фарш отправить на вот этот лист лаваша. Равномерным слоем его распределить так, чтобы с дальнего от вас края примерно сантиметров 5 вы не заполняли фаршем. После фарша берем шампиньоны и тоже равномерным слоем нужно постараться распределить все шампиньоны. А затем вот это все нужно постараться свернуть красивым плотным рулетом. Сворачивайте аккуратно, чтобы нижний лаваш вам не разлопался, не разлезся, так как мы его смазали сметаной. Затем берем противень, застеленный пергаментом, и вот так вот аккуратно стараемся переместить наш рулет на противень. Берем кисточку и одно куриное взбитое яйцо, и вот так вот хорошо, красиво, аккуратно нужно перемазать полностью весь рулет. В конце я взял кунжутные семечки и вот так вот хорошим жирным слоем посыпал все кунжутными семечками. Если же у вас нету кунжутных семечек, рулет можно посыпать просто натертым твердым сыром. Затем отправляем вот этот рулет в разогретую духовку до 200 градусов ровно на 1 час. Ребят, у каждого своя духовка, у каждого духовка выпекает по-разному. За временем выпечки можете следить сами. У меня простая старая духовка, поэтому у меня ушло времени ровно час. Через час я достал все из духовки, дал ему немножко остыть. Берем нож и разрезаем наш рулет. И посмотрите, рулет пропекся отлично, аромат стоит полностью на всю квартиру. Низ рулета немножко вот так сказать, поджарился, но это так и должно быть. Но он остался очень мягким и сочным от того, что наш фарш выделял сок. Ну и в итоге вот такая вот красота получается. И после того, как вы попробуете один кусочек, вы сразу же побежите в магазин за новой порцией продуктов. Ну что ж, на сегодня у меня все. Всем, кому понравилось, как всегда, лайк, подписка, колокольчик. Не забываем поделиться с друзьями такой вот вкусняшкой. И всем пока, всем до скорых встреч на канале Аппетитная кухня.